Каким вы видите демона своей мечты? Может быть, это огромный крылатый кровожад с топором в размер тела, который живет по принципу меньше слов, больше черепов? Или это раздутый зеленый комок любви, готовый задушить весь мир в своих гнилых обнимашках? А может, ваш идеал это элегантный и пугающий красивый демон Услады, в которого не стыдно влюбиться? Ну или, на худой конец, это мутант Дзинча, который обманул саму реальность. У каждого есть свой идеал, которым лежит его прогнившая душа. Не буду долго тянуть интригу, мой личный фаворит это дикий бык Хорнита. Мощь, ярость и полное отсутствие лишних мыслей в голове. Именно к такой форме я и хотел прийти в этом челлендже. Но где-то по пути к мечте я осознал одну простую вещь. Истинный демон не должен ограничиваться чем-то одним. Он должен объединять в себе не только ярость Хорна, но и вообще всю суть хаоса. Я решил создать такое чудовище, что аж боги порядка зарыдают. Правда, чтобы сотворить нечто настолько невообразимое, нужны достойные инструменты. Очевидным выбором кажется Легион Демонов, где мы можем лепить своего принца, как из пластилина. Но будем честны, стандартный ассортимент даров там довольно скудный, особо не разгуляешься. Поэтому я применил один крайне интересный мод. Сейчас вы видите его на своих экранах, который превращает редактор персонажа в настоящее искусство. С этим модом, а также на очень высокой сложности, я создам для себя идеальные условия, чтобы с нуля вылепить своего демона мечты. У каждого владыки легионов должно быть пафосное имя, которое будет идеально передавать всю суть его формы и заставлять врагов дрожать еще до начала битвы. Поэтому я дал своему детище самое грозное прозвище, которое только мог придумать. Бубочка. Как говорится, как корабль назовешь, так он и потонет. В нашем случае тонут будут все в своей крови. Начинаем мы в самом сердце пустошей хаоса. И честно говоря, на старте мой лорд выглядит, мягко скажем, скромно. Блеклая, невзрачная форма, которая больше напоминает недоразумение, чем будущего властелителя мира. Просто там бубочка тоже не впечатляет, падает от любого чиха, бьет как пустой мешок и в целом вызывает скорее жалость, чем трепет. Но ничего, это лишь сырая глина, из которой мы вылепим нечто ужасающее. Первым делом я решил навести суеты в городе Дзинчита, который ошивался неподалеку. Пора сжимать земли. Штурмы городов на старте это то еще удовольствие, когда твой лорд едва держит в руках меч. Здесь я сразу столкнулся с особенностями нашей фракции. Забудьте о привычных технологиях или уникальных механиках. Тут все работает на чистом подхалимстве. Мы собираем славу богам, а они, если есть настроение, конечно же, отсыпают нам немножечко подарочков. И тут важно соблюдать баланс. Я сразу решил, что буду собирать славу всем поровну. Боги хаоса, ребята, обидчивые. Стоит обделить вниманием хотя бы одного из четверки, и вместо крутых рогов или когтей получишь дырку от бублика. А нам для мечты нужен полный комплект. Также помимо золота, основной валюты, у нас есть вторичная, критически важная валюта. Души. Без их бубочка так и останется бомжом в пустошах. Души нужны для постройки главного здания и возведения нашей передвижной крепости, которая всегда будет следовать за нами. Захватив пару городов Дзинча, я заметил, что на меня слишком нагло косится Эпидемий, чемпион Угла. Парень явно потерял берега, раз думает, что может просто стоять и смотреть, как я тут свою карьеру строю. Как будущий сильнейший демон-принц, я не смог стерпеть такого неуважения. План был прост и гениален. Напасть на их главного лорда, пока он не собрал приличную армию, и отправить его на перерождение. Убив Эпидемию, я провернул классический ход конем. Заставил его стать моим вассалом в обмен на один захудалый городишек. Теперь у меня есть личный нурглит на побегушках, а я сэкономил кучу времени на полную зачистку. Однако дзинчиты не унимались. Борьба за территорию продолжалась, и вот тут скрылась главная проблема. Мои демоны постоянно горят. Каждый бой сопровождается дикими потерями, армия тает на глазах, а дзинчит продолжает крепать армию, как будто ему деньги вообще не нужны. Кульминацией этого безумия стал поход на столицу Всевидящего Ока. Я честно пытался взять этот город ручками своими, но дзинчит это не тот парень, с которым работают честные дуэли. После нескольких позорных поражений в ручном режиме, я плюнул на гордость и нажал кнопку авторасчет. Итог: победа ценой в 90% армии. На поле боя остались горы трупов и один уставший бубочка. Но цель достигнута. Дзинч повержен, Эпидемии на цепи, а мы зализываем в раны и прикручиваем к бубочке первые обновки. Кстати, про дары. Наконец-то славы хоть немного набралось. А значит, наш принц принимает новую
новую форму. Теперь он похож на отрыжку Нургла, но со смешным носом Пиноккио. Короче, забавный и душный старт, и форма такая же. Залезав в раны после динча, я огляделся и понял, пришло время большой охоты. На горизонте маячил Хорнит, который в этот момент активно пытался пустить на шашлык Бориса Урсуса, главный любитель медвежьих-мордашек во вселенной Вархаммера. Я решил не мешать парням, а просто аккуратно дождаться финала, чтобы добить Хорнита и забрать его земли себе. Но на этом веселье не закончилось. Глядя на Кислевита, который бодался с самим Архаоном, я понял, что Бориска тоже дышит наладом. Ну, раз пошла такая пьянка, гуляй так гулять. Сначала я отправил в небытие остатки армии Бориса, а потом замахнулся на святое. Я наказал Архаона и в придачу прихлопнул еще одного лорда Хаоса, его шестерку. Этот лютый замес дал мне не только гору опыта, но и начальный капитал, на который уже можно было строить что-то серьезное. После победы над самым навеки избранным, ходить с носом Пиноккио стало, ну, просто неприлично. Победитель Архаона должен соответствовать статусу. Пришло время радикальной смены имиджа. Я собрал бубочку заново, и теперь это настоящий пафосный дядька. Тело принца-демона Нургла, смертоносная клешня Сланеш и огромный топор Хорна. Вишенка на этом торте из мутаций стали извилистые рога на голове. Теперь бубочка выглядит так, будто он лично пришел забирать долги у всех богов хаоса сразу. Оцени масштабы своей крутости, я с милосердия объявил мир Архаону. Живи пока, парень, сегодня я добрый. Моей следующей целью стал Малакай. Я высадился на берег и сходу отжал у гнома один город, но тут же осознал, что высокая сложность — это не шутки. На горизонте просто выросли 3 полные армии Малакая. Шансов в лобовом столкновении было ровно 0, поверьте, я пробовал. Поэтому пришлось включить тактическое отступление. Гном, видимо, поверил в себя и разделил силы. Это стало его фатальной ошибкой. Я тут же развернулся и накрыл 2 его армии по отдельности. Опять же, привет автобою и моим традиционным дичайшим потерям. Но гномы были стерты с лица земли, я захватил еще один город и уже готовился праздновать полную победу над коротышками, как вдруг в чат вошел Нерскиец. Это наглый любитель мамонтов просто взял и забрал последний город в регионе гномов, которую я уже считал своим. Я посчитал такое поведение кощунством. Объявить войну за то, что кто-то украл твой законный фраг, для бубочки это единственный верный путь. Поначалу война с Норской шла как по маслу. Я уже представлял, как развешиваю их шкуры в своем тронном зале, но стоило мне зайти чуть глубже в их заснеженные дебри, как начались проблемы. Эти бородатые любители мамонтов оказались хитрее, чем я думал. Пока моя бубочка, который к тому моменту уже оброс кучей даров Нургла и стал напоминать идеальный лоснящийся гнойник, так вот, Норска сделала наглую вылазку прямо в мои родные земли хаоса, при том, что вассал рядом даже был и ничего не сделал. Обороны там, как вы понимаете, ну не было от слова совсем. Началась дикая изматывающая заруба на моих собственных территориях, и знаете что? Я там постоянно проигрывал, ну, потому что Норска у нас совсем не имба после обновления, правда, особенно эти химеры честные, вообще ни капельку не сломано. Пока я пытался поработить их земли бубочкой, Трух, этот король троллей, который вопреки внешности оказался далеко не дураком, решил зайти с фланга. В итоге оказался в ситуации, когда воевать пришлось на 3 фронта одновременно. Кайфушки, обожаю очень высокую сложность. В какой-то момент накал страстей стал таким, что даже у моего демонического принца начал дергаться глаз. Я понял, пора включать гениальную тактику. Я предложил Норске мирный договор, они на радостях его приняли, а уже на следующий ход я снова им объявил войну. Такой вот хитрый ход ногой, чтобы эти варвары расслабились хотя бы на один ходок, и их ждал сильнейший удар под дых. Это хаос, детка, тут все жестко. В итоге в жутком поту, теряя последние нервные клетки и остатки армии, я захватил половину Норск. Но тут выяснилось, что пока я возился в снегах, эти ребята уже вовсю раскатывали империю. Оценив ситуацию, я решил тактически объявить все-таки, ну, полноценный мир. Но перед этим я все-таки догнал и прихлопнул того грязного лорда Норски, который ошивался у моей столицы. Мои второстепенные лорды против него были как зубочистки против кирпича. Тупо не тащили. После этой изнурительной войны с варварами пришло время для очередного преображения. Бубочка прошел через ад, холод и навоз
из мамонтов, поэтому его облик должен был это отражать. Я отбросил гниль и принял воистину воинский облик. Теперь у меня 2 смертоносные клешни Сланеш, а тело и голова закованы в тяжелую броню в стиле неделимого хаоса. Теперь это не просто отрыжка, это закованный в сталь палач. И этот палач готов двигаться дальше. Настало время оставить холодные пустоши позади и показать этому миру, что такое истинный хаос. Использовав разломы Дзинча как личный экспресс до земель цивилизованных народов, я отправился в масштабный крестовый поход. Моя цель была проста: наказать империю за само существование и выдать из их земель столько славы, сколько не видел ни один демон до меня. Но прежде чем мы ворвемся на зеленые луга людей, давайте заглянем в мой журнал подношений. К этому моменту я совершил почти невозможное. Я посвятил всем 4 богам абсолютно ровное количество славы. Это был адский менеджмент. Каждый из великой четверки капризный ребенок, который требует внимания, жертв и коленоприкладства. Сфокусировался бы я хотя бы на одном, путь бы был в разы проще, бубочка бы рос куда быстрее, но разве это была бы мечта? Нет. Мой демон должен сверкать на максимум, впитывая в себя все дары хаоса, одновременно становясь живым воплощением неделимого величия. И вот, наконец-то я в землях империи. Первым, кто попытался испортить мне настроение, был, конечно же, наш Карл Франц. Стоит отдать ему должное, он выстроил хоть и маленькую, но удивительно крепкую оборону. Мой бубочка, конечно, сейчас парень не промах, но даже он в одиночку не вытянул бы 5 полных стеков разоренных имперцев с их артиллерией и верой в Сигмара. Самоубийство в мои планы, не входило явно, поэтому я решил включить режим хитрого демона. Обойдя Альдорф по дуге, я направил свои копыта и клешни в сторону Нульна, оплота Элспид фон Дракен. Дорога к Нульну превратилась в настоящий парад смерти. Я шел, перетирая в труху одну имперскую армию за другой, захватывая города так же легко, как я отнимаю конфетки у детей. Где-то посреди этого кровавого марафона я провернул очередную сделку, обменял один захваченный городишек на вечную верность клана Молдер. Скавены. Эти крысы всегда готовы подставить шею под ярмо хаоса, лишь бы их не съели прямо сейчас. Загадка, конечно, зачем им служить Великой Четверке, когда у них есть своя рогатая крыса. Видимо, харизма бубочки работает безотказно даже на грызунов. В какой-то момент дорогу мне преградил огромный блок армии Элспид. 3 лорда под завязку, набитых сталью и порохом. Бой был плотным, дымным и громким. Но знаете, что самое приятное? У меня больше не было потерь. В моей армии больше нет слабых демонов. Те, кто горел в первых боях против Дзинча, давно стали перегноем. А нынешний костяк — это элита, которая не знает боли. Мы просто переехали нульские ополчения катком. Остатки выживших я добил автобоем и наконец-то увидел перед собой шпили великого Нуль. Захват столицы принес столько славы, что боги хаоса, кажется, начали спорить за право первым погладить бубочку по голове. Не теряя темпа, я зашел за спину Карлу и пробил его хваленную столицу Альдорф. Боги были в экстазе от такого количества подношений, но недолго песенка играла. Империя и ее союзники начали стягивать все свои силы, пытаясь зажать меня в тиски. Пришлось немного отступить назад к руинам Нульна и там в полях принять бой против нескольких свежих стаков, но бубочка уже был слишком силен. Тысячи людишек гибли под нашими ударами, а их вера в Сигмара ломалась так же легко, как их кости. После такой грандиозной бойни я почувствовал, что пора вернуться к истокам. Я наконец-то принял истинную форму Харнита: огромные крылья, мощный торс, череп зверя вместо лица, копыта и, конечно, великий меч Хорна в одной руке. И моя излюбленная такая родненькая клешня Сланеш в другой. Контраст? Безумие? Да. И в этом вся суть хаоса. В таком виде я стал еще на шаг ближе к своему идеалу. Хотя чувствовалось, что это все еще не пик, не та истинная форма сильнейшего принца-демона в истории. Нульну и Альдорфу пытались помочь все. И Карл, и рыцари Бретонии, и даже немножко гномы, но остановить прямую форму Харнита было уже невозможно. Я вошел в раж. Мне нужно было больше славы, больше крови, больше признания от богов, поэтому я развернулся в сторону гор. Гномы противники душные, спору нет. Их броня крепкая, а их бороды длинны, что бы это ни значило, но славы за их головы боги наваливали, дай боже. Хаос обожает мертвых карликов. Порабощая один горный чертог за другим, я шел как стихийное бедствие. И вот я уже в землях Бретонии. Знаете, в какой-то момент я перестал ставить перед собой четкие стратегические цели. Когда ты крылатый кошмар с клешней и мечом Хорна, твоя цель — это сам процесс. Я просто хотел получить абсолютную благосклонность хаоса, а все остальное стало
второстепенным. Я нападал на все, что двигалось. Ах да, чуть не забыл. Где-то в процессе превращения в Хорнита я умудрился раздобыть корону Немезиды. Или Немезиды. Короче. Просто забыл об этом упомянуть в пылу сражений. Но с этой безделушкой на голове Бубочка стал окончательно непобедимым. Земли Бретонии буквально захлебывались в огне. Людишки умирали легионами, рыцарская честь плавилась под моим взглядом. Но у величия есть цена. Корона Немезида портит отношения даже с самыми отбитыми фанатами хаоса. В порыве моего буста мне внезапно объявили войну Малос, Темный Клинок и Малекит. Видимо, темные эльфы решили, что я слишком уж сильно сияю в этих землях. Что ж, эльфийские черепа тоже отлично смотрятся у подножия трона черепов. Наш путь к финалу стал еще более кровавым, но отступать Бубочка явно не планирует. Мой путь к величию подходил к концу, но хаос, как известно, не терпит спешки. Чтобы наскрести последние крохи славы для финальной формы, я отправил своего минорного лорда на самоубийственную миссию в горы. Но мы, конечно, размазали его тонким слоем по скалам, но свою задачу парень выполнил. Он принес на алтарь Бубочки ту самую недостающую горсть очков славы. Это была необходимая жертва ради высшего искусства мутации. Пока я косил остатки бретонцу на их пылающих полях, до меня дошли тревожные вести с севера. Темные эльфы, эти надменные любители садомазы, решили, что отсутствие Бубочки в родных пустошах отличный повод для визита. Они начали полномасштабное вторжение на мои земли, а мой дом, как вы понимаете, не ближний свет. Путь назад обещал быть долгим, и все это время моим гарнизоном и второстепенными лордами пришлось держать оборону на голом энтузиазме и молитвах. Пока в столице лихорадочно готовился проект оборона, наш Бубочка на 98-м ходу наконец-то достиг абсолютного пика славы у всех 4 божеств одновременно. И вот он, исторический момент. Забудьте все, что вы видели раньше, встречайте Бубочка в прайме. Вы когда-нибудь видели совершенство? В одной руке у него огромная, сокрушающая кости клешня в стиле орков из Сорокетника, а в другой клинки лучших воинов света, за спиной теневые крылья князя тьмы, способны одним взмахом породить бурю. Торс и ноги повелителя Стального Легиона делают его похожим на ожившую ядерную боеголовку. А венчает это все голова в пафосном противогазе. Это чистый концентрированный Вархаммер 40 тысяч, густо присыпанный мрачным фэнтезийным лором. Его статы это просто безумие. Все характеристики улетели куда-то в глубокий космос за пределы понимания простых смертных. Если сравнить это чудовище с нашей стартовой формой, то начальный Бубочка кажется просто безобидным домашним питомцем. Текущий Бубочка это чистый аватар хаоса, божественный уровень силы, который страшно даже выпускать на карту. Но была одна проблема. Эту форму я принял в пути, и проявить ее во всей красе было попросту не на ком. Пока что. В это время на моих исконных землях развернулась настоящая драма. Мои обычные лорды, эти работяги хаоса, из последних сил пытались держать натиск Малуса Темного Клинка. Я нес дикие потери, города падали один за другим, а эльфийская саранча все не заканчивалась. Я буквально выиграл минуты, молясь, чтобы моя ядерная боеголовка успела долететь до театра военных действий. И Бубочка успел. Он ворвался в тыл Малуса как метеор. Мои вассалы, почуяв силу истинного хозяина, воспряли духом и перешли в контрнаступ. Мы зажали Малуса в такие тиски, что у него не осталось ни единого шанса даже на героическую смерть. Пока мои союзники и младшие лорды методично дорезали остатки армии темного эльфа, Бубочка уже летел в сторону Малекита, чтобы тот даже не думал дергаться в сторону нашего величия. Параллельно с этим избиением младенцев я заметил забавную вещь. Оказывается, я почти выполнил условия долгой победы, хотя вообще к ней не стремился, а быструю победу даже не заметил. Видимо, когда ты уничтожаешь все живое, победа находит тебя сама. А тут еще мировой кризис подоспел после сотого хода. Армия Хашута решила, что они главные на этой вечеринке, и начали обрушиваться на мир. Для нас это стало лучшим подарком. Стерев в Малусе, я отправился объяснять гномам хаоса и всем остальным несогласным, кто здесь единственный и неповторимый сильнейший принц-демон мира. Финальным аккордом стал мой прыжок в самое сердце земель Хашута. Я хотел хотя бы на 10% раскрыть потенциал этой непревзойденной формы. Принц стал настолько сильным, что его полоска ХП просто не шевелилась. Он врывался в гущу врагов, шинкуя сотни элитных гномов хаоса, как капусту. В итоговой битве мы стерли с лица земли армию из
3000 топовых воинов, потеряв всего 40 бойцов. 40 хаоситов против 3000. Вот она истинная мощь нового бога. Мощь Бубоч. Я легко поглотил остатки земель Хашута, и на этом игра сказала GG. Долгая кампания завершена, кризис подавлен в зародыше, а мой путь официально подошел к концу. Мечта сбылась. Я создал не просто демона мечты, я создал 5-го бога хаоса, способного переписать историю этого мира одним движением клешни. Бубочка прошел путь от нелепого недоразумения с носом Пиноккио до абсолютного властелина реальности. И на этой пафосной ноте я заканчиваю свою хронику. Поставь лайк, иначе твои бубенцы взорвутся.